Исторический шанс, срочное обращение к Трампу, кто втайне уговаривает добить режим аятолл. Форс-мажор после удара, важный экспортер газа срывает контракты. Пошли в наступление и потеряли населенный пункт, военных уничтожают сотнями. Заговор против Путина и кто за ним стоит. Хозяина Кремля продолжают покусывать ранее лояльные издания. Чистосердечное признание. Европейский политик расписался в регулярных контактах с Москвой. Мор продолжается. Еще одна загадочная смерть в рядах сторонников Владимира Путина. Война породила новый конфликт внутренний. Армия и разведка выясняют, кто виноват в неудаче. Цирконы больше не смеются. Ракеты с непредсказуемой траекторией взорвались до запуска. Старый диктатор летит на поклон к молодому. Обмен опытом или очередная пощечина? Досмотрите. Об этих и других событиях к утру среды 25 марта. Все, что важно знать сегодня. Нехта. Оперативные новости дня. Не останавливаться и продолжать удары по Ирану. Именно в этом убеждает Трампа один из ключевых игроков в регионе. И речь в этот раз не о премьере Израиля. Как пишет The New York Times, с таким посланием к хозяину Белого дома обратился наследный принц Саудовской Аравии. По данным издания, Мохаммед бин Салман называет текущую кампанию исторической возможностью, шансом ослабить или даже убрать нынешний режим в Тегеране. И настаивает, угрозу Ирана нужно решить до конца. Но официально Эр-Рияд все отрицает. Быстрый удар и минус один плацдарм. Украинские военные освободили Миньковку на Краматорском направлении. Это важная точка на трассе Бахмут-Славянск. Штурмовики полка «Скала» провели стремительную операцию и полностью зачистили населенный пункт. В бою уничтожили около полусотни российских военных. Главное, наступление противника сорвано. Также разблокировали позиции союзных сил и усилили контроль за направлением. Ситуацию удалось стабилизировать. Мировой рынок газа трещит. Qatar Energy объявила форс-мажор по контрактам с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем, сообщает Reuters. Причина – удары Ирана по энергетической инфраструктуре. Повреждены ключевые мощности. 2 линии производства уничтожены. Восстановление только после окончания войны. По оценке компании потеряно около 17% экспорта СПГ. Это минус примерно $20 миллиардов в год. Это уже бьет по всему миру. Контракты под угрозой на годы вперед, и если перебои продолжатся, цены на газ снова могут рвануть вверх. Война может длиться еще 3 года, и речь уже о российской агрессии в Украине. Киев готовится к худшему сценарию. По данным «Украинской правды», в Раде разрабатывают план работы парламента на случай, если война затянется еще до 2029 года. Задачу поставил Зеленский. Документ готовит первый замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец. Об этом изданию рассказали неназванные источники в команде президента. Логика простая. Договориться сейчас ни с россиянами, ни с американцами не получается. Уступок никто не делает. Значит, нужно выстраивать систему на долгую дистанцию. Пойман с поличным и ничего не отрицает. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто признал, что регулярно общается с Сергеем Лавровым прямо во время и после встреч ЕС. Я общаюсь не только с российским министром иностранных дел, но и с представителями США, Турции, Израиля, Сербии и других наших партнеров до и после заседаний Совета Европейского Союза. Ранее источники The Washington Post утверждали, главный дипломат Орбана звонит в Москву даже в перерывах между переговорами, а премьер Польши Дональд Туск напоминает, подозрения возникли гораздо раньше. Еще в 2019 году, если хорошо помню, Литва просила об исключении венгерской делегации из обсуждений на встрече НАТО. К слову, Орбан сумел расколоть не только ЕС, но и польскую политическую элиту. Пока лидер правительства страны критикует венгерских коллег, президент Польши посетил Будапешт, чтобы поддержать идеологических союзников.
Брюссель охладил ожидания Киева. Быстрого вступления не будет. Еврокомиссар Марта Кос прямо заявила, Украина не станет членом ЕС с 1 января 2027 года, пишет Политика. Сначала нужен мир, это важно. Потом нужно провести реформы. Инвесторы придут, так же, как вы знаете, в Украину, только если они сначала смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности. При этом Киев остается важным партнером. Украина уже включена в важнейшие проекты по обороне и технологиям, но путь в ЕС остается длинным и жестко привязан к войне и внутренним изменениям. Быстрой победы над Исламской республикой не получилось, и это породило новый конфликт. Внутренний. Цахал обвиняет Моссад в просчетах по Ирану. По данным израильского портала Валла, военные считают, что разведка переоценила эффект ударов и ожидала быстрого падения режима. Но этого не произошло. Иран понес потери, но власть удержалась. Теперь армия говорит об ошибочной оценке. В Моссаде отвечают, никакого быстрого коллапса не обещали. Наоборот, предупреждали, что все может затянуться на месяцы или даже дольше. Трамп ругает Европу за бездействие, но так ли это? Континент стал ключевым тылом операции США против Ирана, пишет The Wall Street Journal. Именно с европейских баз взлетают бомбардировщики и дроны. Там их заправляют, вооружают и запускают. Центр управления ударами, база Рамштайн в Германии. Всего в Европе около 40 американских баз, на которых размещены 80 тысяч военных. Формально Европа критикует удары, но фактически обеспечивает всю логистику войны. Издание идет дальше и задается вопросом, а что было бы, если бы нынешняя администрация Белого дома осуществила свои угрозы вывести американские войска со Старого континента? Была бы возможна операция «Эпическая ярость». Лояльная пресса начала покусывать режим. В газете «Московский комсомолец» появилась колонка Дмитрия Попова, которая прямо бьет по власти и самому Путину. Автор затронул самые болевые для внутренней аудитории темы: забой скота по беспределу, глушение интернета, цензура и полное отсутствие объяснений. Тут опять ведь отсутствие коммуникации с податным населением. Никто до объяснений не снизосходит. Все кивают друг на друга. Количество малоосмысленных запретов на душу населения уже зашкаливает. Далее Попов сделал вывод. Точка единства элиты и народа, достигнутая в феврале 2022 года, давно пройдена. Некоторые наблюдатели подчеркивают, что это может быть не просто инициативой автора. Руководство «Московского комсомольца» давно работало в связке с командой Шойгу. А теперь верхушка команды бывшего министра обороны либо осуждена, либо находится под следствием. Неужели в российских верхах назревает бунт? Точный и болезненный удар по оккупантам. Украинская разведка провела блестящую операцию в Крыму. Дроны ГУР выследили колонну российских комплексов «Бастион-М». В результате удара уничтожена пусковая установка и 2 ракеты, те самые хваленые гиперзвуковые цирконы. Еще один комплекс поврежден. Среди российских военных тоже есть потери. Еще вчера в эфире, сегодня уже нет. В России скоропостижно представился одиозный депутат Госдумы, хотя других там и не держат. Юрию Швыдкину было 60 лет, причину смерти не называют. Швыдкин не случайный человек, некогда командовал региональным ОМОНом, помогал душить независимость Чечни, участвовал и в агрессии против Украины. Он активно продвигал ужесточение контроля над призывниками и ответственность за дезертирство. До последнего давал комментарии и вел соцсети. Но в законодательных органах России еще хватает живых и резвых депутатов, и они фонтанируют все новыми идеями. Анатолий Артамонов, глава комитета Совета Федерации, придумал, как сэкономить бюджетные деньги. Нет, останавливать войну он не предлагает. Мы в свое время избавились от детских домов. С одной стороны, дети получили достойное семейное воспитание, с другой, мы сэкономили значительные средства. Нужно посмотреть. Возможно, и по домам социального обслуживания, где размещены люди старшего поколения, есть над чем задуматься. Сенатор Артамонов предлагает переселять российских стариков в семьи. По его словам, это и дешевле, и комфортнее. Покушения на известных украинцев сорваны в последний момент. СБУ заявила о раскрытии сети российской разведки, которая готовила убийство Сергея Стерненко и бойца РДК Ильи Богданова.
Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивство відомих осіб у різних регіонах нашої держави. По данным следствия, группа отслеживала адреса и маршруты целей. Информацию собирали и передавали куратору, завербованному эксперту из Полтавы. Исполнителем был киллер, прошедший подготовку в российском ГРУ. Он планировал закладывать взрывчатку или стрелять в упор. При задержании фигурант оказал сопротивление и был ликвидирован. Всего задержаны более 10 участников сети. Им грозит пожизненно. Отдельно СБУ сообщила еще об одном агенте ГРУ, который передавал координаты для ударов по Украине. Лукашенко летит на поклон к другому диктатору, и речь идет не о Владимире Путине, а о дорогом товарище Ким Чен Ыне. Благосклонности потомственного северокорейского тирана крепкий хозяйственник добивался годами. За 32 года у власти Лукашенко ни с нынешним вождем, ни с его отцом ни разу не встречался. В первые десятилетия Лукашенко и не особо стремился к таким контактам. Ситуация изменилась после протестов 2020-го, когда самопровозглашенный президент окончательно оказался в международной изоляции и стал посылать сигналы в сторону Пхеньяна. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Год назад старый диктатор сделал промашку, выдал желаемое за действительное и заявил, что КНДР якобы сама просит встречу на высшем уровне. В Пхеньяне это опровергли, причем в резкой форме. Поставила Лукашенко на место лично сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Джон. Впрочем, Лукашенко не привыкать. С некоторых пор дамы этого помятого короля бьют регулярно. Какой болезненный удар по американской технике нанес КСИР? Кто назначил нового лидера Ирана при живом Аятолле? Сколько заработали на заявлениях о переговорах? Режим отказался от важного пункта в Конституции. Означает ли это начало реформ? Какой крикливый диктатор пошел на попятную? И какой НЗ распродает агрессор, чтобы залатать дыру в бюджете? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером. И чуть не забыл. Суайчинников віншую с Днем воли. Живи Беларусь!